Вот эту сторону нужно разобрать. Вот эту нужно перебрать, потому что я ее раскрывал уже как-то. Я здесь все чистил. Ну, видите, течет масло. Да тут чисто. Алюминиевый болт, он обломан. Его как-то надо достать. Короче, накернил его чуть-чуть. Но сейчас буду пытаться сверлить. Я даже не верю. Поначалу казалось, что уже все. Что уже ничего не видит. Что, только половина? Или целый? Весь с концом. Ну, резьбу, конечно, я там ушатал, я думаю. Короче, идея с таймлапсом мне не очень зашла. Отсоединил катушки, открутил их. Вот болты. Т-30H. 6 болтов. Катушки откручены. Но я вижу, что здесь катушки-то я могу туда скинуть. Но, скорее всего, они тоже мне будут мешаться. Надо будет стравливать давление и откручивать вот этот шланг. Скорее всего. Хотя, возможно, он и не будет мешать. Я еще попробую. Может быть, его можно будет вот так как-то в сторону отогнуть. Сначала откручу крышку. Если не будет вылезать, то тогда уже займусь этим. С этой стороны все проще. Здесь места больше. Катушки можно скинуть вниз туда. Здесь, в принципе, доступ лучше. Чтобы открутить клапанную крышку, здесь вот на 12, это получается Е12. Сейчас буду откручивать. Да, скорее всего, буду скидывать катушки. Как бы подлезть можно, но очень сложно. Тут бы или карданчик какой-нибудь, или гибкий есть удлинитель такой, но у меня, к сожалению, нет. Только такой ключик маленький. В принципе, можно использовать ключ на 17. Вот так вот поддеваете и вот так скидываете. Вот за этот вот хомут. Так, как туда подлезть? Так, вот стой, конечно, будет проблематичнее. Так, сейчас будем пробовать. Здесь еще клеммы, блин. Тушится. Так, взял отвертку, попробую отверткой. Там, получается, я действую на глаз, как бы, ну, наугад. Ну, вот, вышло снять. Видите, я вот за эту подцепил. Не знаю, видно вам. Короче, на ощупь. Конечно, можно было бы выкрутить сейчас свечки заодно, проверить, но, наверное, я этим займусь как-нибудь потом отдельно, потому что я все равно хочу заказать новый комплект свечей. И пока что я их, наверное, трогать и не буду даже. Так. Сейчас выйдет у меня первый болт, получается, откручен. Да, вот он такой небольшой. Складываю я все в одну чашку. Длинные болты вот здесь идут. Что-нибудь положить. Так, не знаю, салфеток, может, этих будет мало. Но салфетки удобнее туда затолкать плотно. К блоку можно прижать, чтобы они впитывали лишнее. Вот так. Будет хорошо. Батарейки на GoPro, короче, садятся очень быстро. Видимо, надо покупать уже новые. Совсем они плохо себя чувствуют. Что я хочу показать. Когда полезете вообще сюда, вот такие трубки лучше, конечно же, сразу заранее приобрести, потому что если они будут у вас мягкие, то считайте, что вам повезло. Потому что они, как правило, любят дубеть, если давно сюда не ползал никто. Поэтому лучше приобрести их заранее, чтобы они были. И желательно поменять всем комплектом сразу их.
Номера этих трубок всех можно найти на канале у меня в разделе обсуждения. Там, где я делюсь фотографиями всякими. Вот крышка свободна. Сейчас буду пытаться ее отсюда вытянуть. Я надеюсь, что не придется откручивать топливную эту систему. Не хочется это разбирать. Что ж, пробуем добраться до туда. Блин, не все болты выкрутил, ну ясно. Вот, открутил последний болт. Очень надеюсь, что сейчас получится вытащить ее, не откручивая систему. Ну, выглядит, что да. Выглядит, что да. И это эффект. Итак, долгожданный момент. Мне самому очень интересно эту сторону. Я ни разу не разбирал. Так, что-то не хочет она идти. Тут надо найти какое-то положение, видимо, такое. Открывает здесь, упирается вот в эти трубки и упирается в топливную систему. Ну, попробую. Тут, скорее всего, нужно найти какое-то положение, чтобы ее вытянуть. В общем, пытаюсь ее провернуть в эту... Понял. Поднимаете и проворачиваете вот в эту сторону. Вот видите, как она вылезла. Блин, это трубка пластиковая. Одной рукой. Ну, эксперты, что скажете? Ну, крышка понятна. Ну, тогда она не засрана. Можно сказать, ее даже и мыть не надо. Я ее помою просто брейк-клинером и все. Вот здесь пошуружу чуть-чуть. По запаху очень прекрасный запах. Такой масляный, хороший запах. Так, положу ее вот сюда. Ну и посмотрим, что у нас здесь. По звездам, по цепям. Как там цепь проверить? Болтается, не болтается? Да она тут колом. Кто-то мне там говорил, помню, я снимал когда эту крышку, проверял, там цепь нажимал, типа, да с той стороны она будет натянута, смотри с этой стороны, тут у тебя все будет болтаться. Ребята, да тут все колом. Ни хрена тут не болтается. То есть, ну, не знаю, есть смысл менять цепь? Я считаю, что пока еще я могу с ней поездить. Я не вижу, чтобы она была растянута. Вот смотрите, как зубья гуляют. Вот это, наверное, не очень хорошо. Видите? Есть как бы, наверное, боковой такой износ. Не знаю, должно быть это так или нет. Но, я говорю, туда нажимаю пальцем. То есть она, ну, натянута, как надо быть. Вот в таком состоянии бугеля. Надо будет... У меня сейчас вот что-то цикало. И что-то мне подсказывает, что это, скорее всего, компенсаторы. И, наверное, надо будет очень скоро сюда лезть. Закажу компенсаторы. Но это, наверное, я буду делать уже летом. Когда будет тепло. Когда будет приятно. Снимать всю вот эту постель. И уже разбираться, что ж мне тут цокает. Я очень надеюсь, что это дело в компенсаторе, а не в самом вот этом бугеле. Вот в этих вот. Еще вот в этих моментах может быть проблема. Или же сам люфт. Вот видите? Такие люфты. Вот здесь нету, кстати. Вот здесь есть. Здесь нету. Нету. Здесь есть. Возможно, потому что он не прижатый, зато он так есть. Скорее всего. Вот. Вот видите, так не понять. Но вот этот вот, кстати, очень болтается. Он даже так вот чуть-чуть шатается. Не знаю. Кстати, вот этот вот звук, по-моему, есть вот этот звук, который у меня на холодную. Скорее всего, что проблема в этом. Так, что я делаю дальше? Сейчас накрою это все салфеточкой, чтобы туда ничего не попало, не упало. Тут ничего трогать не буду, с цепью все понятно. Цепь в прекрасном состоянии, по-моему. И спешить с ее заменой, по-моему, пока что не стоит. А вот насчет компенсаторов, да, это нужно сделать.
Буду снимать сейчас вторую крышку. Тут все просто. Здесь еще проще. Здесь один только шланжик вот этот, он легко снимается. И также снимаются все болты. Тут даже катушки, мне кажется, можно и не скидывать. Оставить все как есть. Вот. Короче, сниму обе крышки. И тогда уже приступлю к их мытью, так скажем. Помыть их следует чуть-чуть. Ну что, я почистил чуть-чуть крышки. Сильно я не заморачивался, потому что нету сейчас условий. Надо это делать летом, когда тепло. Очень холодно сейчас. Просто помыл ее, можно сказать, брейклинером. Чуть-чуть потер щеточкой. Лишнюю грязь, где много слишком было. И сполоснул еще раз. Сейчас буду разбирать, добираться вот до этой крышки. Тут у меня уже 2 болта откручено. Звездочка Т-25 разорвал. Тут все засиликонено. Эти болты, они алюминиевые, по оригиналу идут, но их можно заказать. И придут вот такие металлические. Вот, видите? Вот такой номер. Кому интересно. Вот эти вот болты. Но они уже стальные, а вот эти в оригинале они идут алюминиевые. А дальше уже снимется она просто. Посажена она на герметик. Состояние внутри, ну, можно сказать, адекватное. Отверстие здесь свободное, вот даже проглядывается. Кажется, что это резинка, но нет, это силикон, это не резинка. Силикона тут наложено прямо от души, очень много. Я думаю, что я столько накладывать не буду. Но в целом выглядит все неплохо. В общем, сейчас все вымою и буду собирать на место. Ну, здесь, если честно, выглядит как-то все похуже даже. Более желтый лак. И видно, что там подтекало масло вот по этой прокладке. Видите? Видимо, она не очень хорошо прижималась все-таки. Неплотно. Но я знаю, как решить эту проблему. Я знаю, что вообще есть такая проблема. Ставишь новые прокладки. Вот эту прокладку я менял в прошлый раз, когда я менял. Когда снимал эту крышку, я эту прокладку ставил новую. У меня второй новый на эту сторону нету, но у меня есть новая на ту сторону. Прокладка осталась стоять вот здесь на блоке, и она очень хорошо прилипшая к нему. Она на ощупь, в принципе, дубовенькая. Надо ее заменить на новую тоже. Но проблема-то, посмотрите, да? О чем я говорил, какой здесь лак, какой здесь лак. Эта сторона выглядит похуже. Но я почему-то был уверен, что вот эта сторона будет хуже, чем вот эта. Оказалось, видите, все наоборот. Что там насчет цепи? Где она там болтается? Что-то я не слышу. Не тут, не тут. Что-то я не вижу, чтобы она тут болталась. Натяг нормальный. Да и там то же самое. Видите? Ни туда, ни сюда. Не знаю, как это проверяется, но в моем понимании, если цепь болтается, она прям вот здесь вот должна подпрыгивать. То есть я должен натягивать. И она прям должна, ну, если она растянута, она должна гулять так вот вверх-вниз. Но тут она гуляет вот так чуть-чуть, но вверх-вниз она абсолютно ни хера не гуляет. Я не спорю. Я по-любому уверен, что она растянута. Ну, то есть ее, в принципе, можно заменить. Но я считаю, что вот это состояние не критично в данный момент, чтобы прям спешить ее поменять. На мой взгляд. Так, что я хотел сказать по поводу прокладок. Да, я знаю, как исправить эту проблему с подтеканием масла. Вот здесь, я не знаю, вам видно, лучше на телефон снять. Я думаю, будет видно. Есть такой буртик, как бы на каждом вот этом моменте, где есть болт. Видите? Как такое
выступ такой. Вот этот выступ, вот здесь такой есть. Видите, здесь вообще сухо. Так что здесь нормально все прилегает. А вот в тех местах, где прокладка влажная, обычно это снизу, вот здесь вот этот буртик чуть-чуть надо сточить, счесать его напильником. И тогда прокладка прижмется сильнее. Понимаете? И этим решится проблема подтекания. Потому что я знаю, что многие меняют новую прокладку. Поначалу она не течет, проходит небольшой срок времени и начинает все литься прямо на коллектор. Я, кстати, про него совсем забыл. И будет понять потом маслом. Блин, не успел подложить тут ничего. Раз, два, три, 4. 100%. Верхние, думаю, что трогать не стоит. И также сделаю на этой стороне. Поставлю новую прокладочку сюда. Конечно же, здесь я все почищу. Видите, тут я чистил. Здесь видно, что я чистил. Но для начала я, наверное, займусь крышками. Помою крышки. Также помою катушки. То, что некоторые из них, в принципе, просто пыльные. На некоторых уже есть трещины. А некоторые прям в масле. Посмотрите, она прям грязная. Вот это точно помыть нужно. Просто брейк-клинером пройдусь, промою их. Сделаю это все на улице. Я думаю, показывать вам это не буду, сам процесс. Также вымою крышки. Также брейк-клинером, может быть, кисточкой там пошурунчу чуть-чуть. На улице, правда, сейчас холодно, минус 10, но мне не хочется в гараже этим заниматься. Потому что тут я тогда просто, блин, одурею от всего этого. Вот эту крышку, наверное, сейчас разберу тоже, посмотрю, что там. Здесь вот, как правило, вот этой трубки, вот где эти трубки, там есть канал такой небольшой, очень тоненькая дырочка. Как правило, они зарастают, забиваются. Это тоже не очень хорошо. Поэтому стоит ее разобрать, почистить, помыть, так скажем. Да, начну я, наверное, с крышек. Начну, наверное, вот с этой. Пойду мерзнуть. Не забудьте подписаться на канал, поддержать меня подпиской. Для того, чтобы у меня был стимул снимать такие видео, потому что можно, в принципе, это все делать и ничего не снимать. Но мне хочется поделиться, потому что, мне кажется, я стараюсь, ну, по крайней мере, я стараюсь показать вам нюансы, подробности. Такие, которые многие не показывают просто. Я думаю, это видео будет полезно. Поддержите меня. Всем спасибо. Прочистить вот эти швы и вот с этой стороны. Все вот это самое лучшее щеткой. Очень хорошо слезает весь силикон лишний. Что касается этой крышки, в принципе, то же самое. Щетка. И в некоторых местах я использовал. Очень удобно подлезть где-то, где острые углы. То, что силикон хорошо приклеившись. Не успел я все развесить, поменял, кстати, вот эту доску на деревянную. Не успел все сделать, вот сейчас неудобно работать. Сейчас дочищаю эту крышку, споласкиваю ее. Сильно мыть ее не буду. Не буду сильно заморачиваться. Вот эту так почистил. Силикон лежит, греется, вот. Уже тепленький.
конечно же, Виктор Рейнс. Что может быть еще? Все скручиваю, ставлю на место. Телефон тоже разряжается. Блин, как-то я не подготовился к съемкам, если честно. Очень сложно за всем уследить. Надо как бы успевать и ремонтировать, и снимать еще. Держать в голове, что я показал, что еще нужно показать. И плюс ко всему, что нужно вообще делать. Поэтому, возможно, видео не совсем информативное. Но кому-то, может быть, будет полезно. В общем, чтобы поставить крышку, нужно снимать этот шланг по-любому, потому что никак не подлезть. Чтобы не натекло бензина в двигатель, я вот так салфетки подталкиваю. И вот уже вторую поменял. И все еще льется оттуда. Но вытекает из рампы. Давления не было сильного. Потому что двигатель давно заглушил, видно, давление ушло уже. Но самое главное, чтобы не налить в двигатель бензина, вот так лучше делать, впитывать в салфетку. Ну блин, сколько там его, бесит все. Установил прокладку и по углам вот здесь добавил силикона еще. Вот в этот и вот в этот угол, потому что по уголкам бывает течет. И здесь точно так же сделал. В остальном тут все собрал уже на силикон. Все готово, так что устанавливаю и тогда вам показываю. Так, ну по идее как бы все. Все собрал, все скрутил. Ну конечно, блин, штекера эти вставить, это тут еще геморрой. Так, по поводу установки катушек наглядно. Вот видите, здесь есть рисунок на катушках. Есть А и Б провод. То есть, если глядя вот на эту катушку, вот так. Это А верхний, нижний Б. На блоке, вот там, тоже есть А и Б. Самое главное их не перепутать. И еще, что касается вот этого именно двигателя, вот этот вот цилиндр шестой, получается провод Б, который идет вот здесь, самый крайний. Нужно убедиться, что вы его вставили, потому что он идет там очень туго. Именно до щелчка надо вставлять. Но вы поймете, когда будете вставлять вот этот первый, который идет А. Но начинайте вот с того, самого дальнего. И надо действительно, чтобы он нащелкнулся. Это очень важно. Потому что там будет тогда проскакивать искра, и двигатель не будет нормально работать, если его не вставить как нужно. Wo ich denke, ich werd reich. Laufe durch Charlottenburg, doch rennt vor Polizei. In meinem Trainingsanzug Adidas, da fällt es mir zu leicht. Kontakt in Amerika, ich frage sie, what up? Ich wollte nicht saufen, aber habe es